Дорогие зрители, сегодня приготовим большой высокий торт с необычным сочетанием вкусов. По технологии приготовления он похож на торт Наполеон, только с шоколадным кремом. Армянский торт Микадо радует глаз и дарит настоящее удовольствие от каждого кусочка. Для приготовления нам понадобится 150 грамм размягченного сливочного масла. Перемешиваем миксером и добавляем щепотку соли и чайную ложку ванильного сахара. Яйца добавляем по одному, каждый раз вмешиваем в масло. Всего нам понадобится 2 яйца. В отдельной посудине смешиваем 500 грамм сметаны и чайную ложку соды. Сметана гасит соду и увеличивается в объеме. Добавляем сметану к яично-масляной массе. Туда же добавляем муку, но не всю сразу, добавляем по чуть-чуть. Добавили 200 грамм и перемешиваем, затем снова добавляем 200 грамм и перемешиваем. Всего нам понадобится примерно 600-700 грамм, нужно смотреть на консистенцию теста. Сначала все перемешиваем ложкой, затем, когда перемешивать стало тяжело, замешиваем тесто руками. Собираем тесто в комок, затем припыляем поверхность и хорошо вымешиваем. Тесто получается мягкое, эластичное и не липнет к рукам. Тесто податливое, с ним легко работать. Делим тесто на 12 либо 13 одинаковых кусочков. С этих кусочков скатываем шарики, выкладываем на тарелку, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник хотя бы на 1 час. Затем достаем один шарик с холодильника и будем раскатывать. Я раскатываю сразу на пергаменте, на котором буду выпекать. Тесто раскатываем максимально тонко, толщиной примерно 1–1,5 см. Чтобы все коржи были одинаковые по размеру, края нужно подровнять. Я вырезаю под тарелку диаметром 26 см. Обрезки теста скатываем в шарик и отправляем в холодильник. Немножко позже мы будем выпекать с них корж. Тесто накалываем вилкой, чтобы во время выпекания оно не сильно вздулось и не было бугорков. Таким образом раскатываем все тесто, включая те шарики, которые у нас получились с обрезков. Выпекать коржи будем в разогретой духовке до 180 градусов ориентировочно 5–10 минут до красивого золотистого цвета. Чтобы корж сверху был более-менее ровный, его нужно придавить чем-то тяжелым. Для приготовления крема нам понадобится сахар, 4 желтка и ванильный сахар. Перемешиваем миксером до объединения ингредиентов. 600 мл молока ставим на плиту и доводим до кипения. 4 столовые ложки какао и 2 столовые ложки кукурузного крахмала перемешиваем. В яично-сахарную массу выливаем подогревшее молоко и высыпаем какао с крахмалом. Все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Переливаем массу в сотейник и ставим на плиту. Будем заваривать. Заварная масса готовится быстро, около 5 минут. Единственный момент – ни в коем случае не отходите от плиты, все время нужно перемешивать. Масса быстро начинает густеть, и как только появляются первые бульки, отставляем с плиты. Накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем до остывания. Теперь приступим ко второму этапу приготовления крема. Размягченное сливочное масло взбиваем до посветления. Затем добавляем вареную сгущенку и снова взбиваем. Затем добавляем остывшую заварную шоколадную массу. Взбиваем миксером до объединения ингредиентов. Крем получается пышный, однородный и очень вкусный.
Все составляющие готовы, теперь будем собирать торт. Каждый корж тщательно намазываем кремом. Накрываем следующим коржом и немножко придавливаем. Снова промазываем кремом. Последний верхний корж также промазываем кремом. Не забудьте оставить немножко крема, чтобы смазать бока тортика. Ну вот, тортик мы собрали, теперь нужно приукрасить. Плитку черного шоколада нарезаем, как показано на видео. Шоколад сильно мельчить не нужно, он должен быть в виде небольших полосочек. Теперь верх и бока тортика притрушиваем шоколадом. Если вам понравился рецепт такого тортика, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Торт обязательно нужно оставить на ночь для пропитки. Торт легко нарезается и кусочек отлично держит форму. Он не только радует глаз, но и дарит настоящее наслаждение. Торт получается большой, красивый в разрезе и очень вкусный. Приготовьте, попробуйте и напишите в комментариях свое мнение о таком тортике. Приятного аппетита!